Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим основы программирования HMI на основе программного обеспечения TIA Portal. Это учебное видео предназначено для тех, кто уже знаком с программным обеспечением TIA Portal и желал бы познакомиться дополнительно с основами визуализации. Примеры создания различных проектов вы сможете найти в моих видео. HMI устройства представляют из себя экраны визуализации промышленных процессов и помогают человеку лучше считывать информацию и параметры процесса, управлять этим процессом. HMI – это устройство, у которого на экране изображается необходимая информация. Это могут быть значения параметров, температура, давление, скорость, основные показатели узлов устройства. Основными частями HMI проекта являются экраны, скрины вместе с объектами визуализации. Переменные проекты визуализации HMI теги. PLC тег – это переменная проекта контроллера. Все теги имеют свое название и формат. Переменные проекта или PLC тег можно создать как в таблице тегов, так и в специальном дата-блоке. HMI теги можно копировать из PLC проекта в HMI проект. При этом название автоматически корректируется. Экранные объекты разделены на группы. Basic объекты – это графические фигуры, примитивы. Элементарные объекты – это кнопки, обычные или текстовые, окна ввода и вывода многобитовой информации. Объекты контроль, сообщения, аварийные сообщения, архивация, рецепты, пароли и так далее. А также в главе Graphics вы найдете другие библиотечные объекты. Рассмотрим принцип анимации HMI. Если воздействовать на графический объект, это events, каким-либо способом, то происходит изменение связанного с этим объектом тега. А через изменение тега производится динамическое изменение графики. Если воздействовать на графический объект, то можно управлять анимацией, а также можно управлять графическим объектом через изменение присвоенных тегов. PLC и HMI теги связаны между собой. Если воздействовать на физический объект, то можно управлять графическим объектом на экране через изменение тех же самых тегов. Анимация представляет из себя какую-то графическую функцию. Это динамическое изменение графического образа объекта, которое вызвано изменением присвоенного тега, значения которого в свою очередь определяются программируемыми событиями events. Анимация представляет из себя какую-то графическую функцию. Это динамическое изменение графического образа объекта, которое вызвано изменением присвоенного тега, значения которого в свою очередь определяются программируемыми событиями events. Для того, чтобы применить графическую анимацию, необходимо выбрать объект и открыть редактор анимации Properties Animation. Выберите соответствующую анимацию для объекта. Для этого нажмите ящик со звездочкой. Рассмотрим выбор анимации на примере анимации Appearance. Для этого выберем объект на экране, выберем вкладку Animation, присвоим тег этой анимации. В данном случае он однобитовый, имеет два значения 0 или 1. Каждому значению тега необходимо присвоить цвет. Система реагирует на события объекта events. Например, это может быть щелчок мышкой на объекте или касание экрана. Можно настроить несколько анимаций на одно событие.
Системные функции обрабатываются как реакция на возникновение события. Доступные события зависят от устройства HMI. Рассмотрим действие на объект. Это может быть клик, воздействие коротким импульсом, мышкой или касание экрана, пресс, продолжительное воздействие, продолжительное касание, релиз, отпустить, активаты, активировать каким-нибудь способом, деактиваты, деактивировать. Рассмотрим наиболее простые ивенты, связанные с однобитовыми операциями. Это инвертировать бит, установить или включить бит, set бит, включить его в многобитовом операнде какой-то бит, выключить бит. Основные этапы создания проекта HMI. При этом надо не забывать, что HMI устройство работает совместно с программируемым контроллером. И здесь имеются два равноценных проекта. Проект контроллера и проект HMI. При создании HMI проекта предлагается автоматически настроить проект и пройти все необходимые процедуры настройки. Самый главный первый пункт — это настройка сети контроллера и устройства HMI. Необходимо выбрать из выпадающего окна сетевой контроллер, с которым будет осуществляться связь. Эту настройку также можно произвести в интерфейсе контроллера TE программного обеспечения. В настройках элементов экрана можно настроить его размер. При этом они могут иметь различную разрешающую способность. Экран также может быть монохромным или цветным. Настройка аварийных сообщений. Тут имеются различные типы аварийных ситуаций, ожидаемые, подтвержденные, активные события. В проекте можно создать несколько экранов. Автоматически создаются два экрана. Один из них Root Screen и другой скрин номер 0. Экраны можно копировать, стирать, удалять. При необходимости можно настроить и системный экран, который будет показывать различную дополнительную информацию. Например, диагностические инструменты контроллера, информацию по проекту, определение прав на управление, системная информация, различные настройки, например, язык ввода. При необходимости можно настроить и системные кнопки, где производится выбор языка, выход, ввод пароля. В случае, если эти системные кнопки не будут использоваться, необходимо нажать на кнопку Reset All. Для каждого устройства HMI можно настроить начальный экран. Для этого надо выбрать пункт меню Runtime Setting. Это окно будет первым показываться при включении онлайн режима. Имеются так называемые шаблоны. То есть объекты экрана шаблон видны на всех остальных экранах. Например, функциональные клавиши и отдельные экранные объекты или аварийные сообщения. Global Screen – глобальные элементы, которые также видны на всех экранах. Например, функциональные клавиши или аварийные сообщения, их настройка конфигурируются в редакторе глобального экрана Global Screens. Глобальные настройки действуют для всех экранов.